Как построить крепкие и гармоничные отношения? Согласитесь, что у человека могут быть и деньги, и успех, но если нет гармоничных отношений или проблемы в них, автоматом и деньги не в радость, и постоянная боль на душе, не находишь сам себе места. Все мысли только про одно: что сделать, чтобы появился любимый человек рядом. Или как наладить уже существующие отношения, которые почему-то дали трещину. Ну а если у вас все супер, то вы делаете правильные шаги. Но отношения требуют постоянной работы над ними, как и любому растению жизненно важно, чтобы его поливали. Человек не может иметь полноценное счастье, будучи одиноким или имея негармоничные отношения. Уверен, те рекомендации, которые я вам дам в этом видео, помогут обрести, улучшить или укрепить уже существующие отношения. Я говорю на базе анализа своего личного опыта, так как уже на протяжении многих лет получается поддерживать гармонию в семье, чего и вам искренне желаю. Поэтому я решил поделиться с вами своими взглядами на этот счет. Этап первый. Перед тем, как построить дом, еще до его фундамента важно нарисовать проект этого дома. Проект ваших отношений – это визуализация тех отношений и партнера, которого вы бы хотели видеть в своей жизни. Лучше всего не лениться и прописать на листике все то, что вы хотите видеть в своей второй половинке. Чем подробнее, тем лучше. Опишите даже такие вещи, как рост, цвет глаз, внешность. Обязательно то, что вы хотите любить друг друга и живете в гармонии и уважении. Подходите в сексе и что в то же время являетесь хорошими друзьями. Это проверено на себе, так как я изначально представлял себе свою жену. И каково было мое удивление, когда спустя много лет она рассказала мне, что в тот же период шла как-то с учебы и мысленно представляла себе своего мужа, которого она делила такими качествами, которые в итоге соответствовали мне. Пару моментов она, конечно же, забыла нарисовать в своих мыслях, от чего ей порой сейчас очень непросто. Но это мелочи, которые мы стараемся решать путем постоянного диалога друг с другом. Так что верите в это или нет, это работает. Этап второй. После визуализации вашего идеального партнера заливаем фундамент. Допустим, вы таки вступаете в отношения, но вы должны сразу понимать, фундамент любых долгосрочных и счастливых связей мужчины и женщины – это прежде всего чувства между ними. Если вы идете в отношения, у которых нет сердца, эти отношения просто обречены на провал. Такой закон. Я еще не встречал таких людей, кто изначально вступает в отношения не любя, а потом по каким-то причинам вдруг нашел себе эти эмоции. Кстати, друзья, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео. Для меня это очень важный маркер для того, чтобы я дальше снимал для вас полезный контент. В общем, если человек ваш, то вы чувствуете это всей душой. На эмоциональном плане вас просто влечет к нему и возникают чувства. Поэтому не кидайтесь на кого попало. Не растрачивайте свою энергию, дождитесь своего человека и стройте с ним отношения, фундаментом которых однозначно должны быть чувства. Конечно, порой можно вывести друг друга очень даже сильно, какие бы высокие и гармоничные отношения не были, что чревато скандалом, что у меня, если честно, у самого так часто бывает. Но тут-то и секрет. Если вы изначально вступаете в отношения с чувствами, они будут вам помогать все сглаживать и на многое закрывать глаза. Это ваш фундамент. Если в существующих отношениях уже по каким-то причинам нет эмоций, и вы всячески пробовали их разбудить, не тратьте время друг друга. Где-то в это время просто ходит ваш человек. Кстати, о том, как можно эффективно разбудить страсть в своих отношениях, скоро также будет полезное видео на моем канале. Поэтому опыт опытом, но в момент осознания не стоит красть время у себя и другого. Время – это самая ценная валюта. Чтобы принять отрезвительный душ, постарайтесь увидеть, что будет в вашей жизни через 5 лет, 10 и через 20 лет, если вы останетесь в отношениях, в которых уже не испытываете эмоции и любовь. Если вас устраивает такой вариант событий, то продолжайте в том же духе. Третий этап. Порой важно понять, любите ли вы. Просто перепроверить это чувство. Но как это сделать? Порой первые эмоции, конфетно-букетный период, происходит выброс гормонов, которые сильно создали приплыв эйфории. Это все уже не так работает, как в начале вашего знакомства. Особенно, когда появляется быт. Многое становится уже обыденным и привычным.
Я долго раньше пытался найти способ проверить для себя, любовь ли это. Потом я понял, что важно просто задать себе вопрос: скучаю ли я? Когда вы не вместе, несколько дней, скучаете ли вы? Или наоборот, круто, что можно отдохнуть друг от друга? Да, порой нам всем хочется побыть наедине с собой, нам всем важно личное пространство. Но если этот период затягивается надолго, вам только лучше без партнера, то зачем тогда такой партнер, без которого лучше, чем с ним? 4-й этап. После фундамента строим стены вашего дома под названием «Счастливые отношения». Тут можно перечислить очень много всего, но из основного я бы выделил следующие пункты. Не пытайтесь изо всех сил понравиться в самом начале. Это признак неуверенности в себе и занижения себя. Другой человек просто это чувствует, соответственно, ему с вами становится неинтересно. Не бойтесь говорить то, что думаете, о своих взглядах, мыслях, которые, возможно, не совпадают. Говорите, когда ваш партнер не прав или причинил боль. Это признак, в первую очередь, вашего самоуважения. Если у вас нет самоуважения, то не ждите, что кто-то другой будет уважать вас. Все просто. Плюс ко всему, этим вы очень показываете, что влюбились. Вначале важно этого не сильно показывать, так как вы тем самым создаете избыточный потенциал желания к партнеру. Этой энергии очень много, и она только отталкивает. Иначе потом не удивляйтесь, чего ваш партнер уделяет вам мало времени. А зачем? Ведь вы и так уже по уши в нем. Следующее правило. Проявляйте терпение. Допрос на втором свидании, чего не позвонил или чего не позвонила, где пропал или чего опоздал, это реально пугает. Другие люди не ваша собственность. И если они не захотели или не создали что-то по вашему желанию, это их право. Насильно мил не будешь. Они сами должны захотеть сделать что-то для вас. Неужели вам приятно, если вам будут звонить только потому, что будут бояться, что вы закатите скандал из-за отсутствия этого звонка? Ведь этот человек сделает не по своему истинному желанию. Плюс вы этим пугаете и отталкиваете. Следующее важное правило, я назову его «я-сообщение». Очень важный совет – это всегда старайтесь давать своему партнеру «я-сообщение». Что это значит? Если вас что-то не устраивает, говорите «мне неприятно» или «я огорчаюсь, когда ты так делаешь». Вместо того, чтобы сказать «ты надоел так поступать, чего ты не сделал это или что-то другое». Например, вас не устраивает, что ваш партнер не следит за порядком в доме. Если вы скажете «ты опять разводишь беспорядок, сколько можно» и так далее, возьми, наконец, сам и убери, он воспримет это негативно, в штыки и, скорее всего, начнет защищаться атакой путем высказывания в ваш адрес чего-то не очень приятного или просто обидится. Тут уже зависит от его личного темперамента. Когда вы говорите от себя, начиная со слов «я» или «мне», ну, допустим, «дорогой» или «дорогая», «мне очень неприятно, когда я прихожу, а в доме беспорядок». В таком случае вы обращаете человека к своим чувствам насчет той или иной ситуации. И это воспринимается им совершенно кардинально по-другому. Следующее правило. Важно найти общие интересы. Чаще всего люди притягиваются друг к другу очень разные. В этом, скорее всего, и секрет эволюции. Чтобы в этой разности мы учили чему-то друг друга. Ведь что есть у одного человека, нет у второго. И наоборот. Но важно найти общее увлечение, хобби, которое будет соединять как клей вашу пару. Это может быть бег или тренажерный зал или любое другое какое-то занятие. Итак, друзья, очень много существует нюансов, чтобы укрепить отношения. Я перечисляю базовые, придерживаясь которых уже можно совершенно все улучшить. Если быстро все резюмировать, то это следующее правило. Четкое представление и визуализация того партнера, которого вы хотите видеть рядом с вами. Это важно. Изначальный фундамент – это чувства. Если их нет, вы руководствуетесь другими какими-то выгодами, то эти отношения обречены на провал. И потом не удивляйтесь, почему вы в итоге несчастливы. Следующее. Проверьте уже существующую связь между вами, просто задав себе вопрос, скучаете ли вы, когда вы не рядом. Следующее. В начале отношений не пытайтесь сильно понравиться. Да, важно всегда быть на высоте, следить за собой,
но не ведите себя наигранно и не надо во всем подыгрывать. Это говорит лишь о вашей неуверенности в себе, которую все почувствуют. Следующий важный пункт – проявляйте терпение. Не будьте навязчивы и не кидайте претензий своей второй половинке. Контролируйте себя, иначе только сделаете хуже. Минутное удовлетворение от высказанной претензии влечет за собой расставание или сильное ухудшение коммуникации. Просто постарайтесь поставить на чашу весов эти все вещи. Да, важно говорить то, что не нравится или чем вы не удовлетворены, но абсолютно без претензий и в нормальном тоне. Следующее правило. Я-сообщение. Начинайте свой диалог со слов «я» или «мне» вместо «ты» или «тебе», особенно если вы хотите донести что-то важное до вашего партнера. И заключение – это, конечно же, общие интересы. Важно их найти и сделать обоюдной привычкой. Главный секрет гармонии в отношениях – это же, конечно, банальное уважение. Умение сразу проговаривать то, что не устраивает, а не носить в себе. Ну, конечно же, в нормальном тоне, без претензий каких-то. Относиться так, как хотели бы, чтобы относились к вам. И ценить, когда рядом, а не тогда, когда потеряли. Все вроде очень просто, но это мало кто понимает. Многим важно сотни новых знакомств каждый день. Для меня, к примеру, всегда важен один человек на протяжении сотни и тысячи дней. Тут правильного какого-то или неправильного пути нет, каждый выбирает сам. Но я считаю, что самая большая сила мужчины – это любящая его женщина. А основной элемент счастья женщины – это сильный мужчина рядом. Если получается пронести эту любовь сквозь многие годы, это талант и заслуга обязательно двух партнеров. И важно над отношениями работать обоюдно. Все, конечно, банально просто, но тем не менее большинство людей сейчас одиноки или несчастливы в отношениях. Недавно у меня спросили, в чем мое главное достижение в жизни. Я ответил, что это моя семья и мои отношения в ней. Атмосфера в правде, уважении и доверии. Я без лишних слов горжусь этим в сотни раз больше, чем покоренными горами или другими какими-то вызовами или соревнованиями. Друзья, на моем канале есть еще очень полезное видео на тему отношений. Думаю, оно вам тоже будет интересно, ссылку на него я обязательно оставлю в описании. Напоминаю, что вам важно подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, а также делитесь им с другими. Оставляйте свои комментарии и вопросы, и я выберу самые интересные и ценные, и ответы на них обязательно дам в будущих своих выпусках, о которых вы можете быть в курсе первыми, если нажмете колокольчик на моем канале. Новые выпуски, кстати, выходят каждую неделю. Как бы порой тяжело в жизни не было, я желаю каждому из вас, чтобы вы всегда открывали двери своего дома, и там вас встречал любимый человек с крепкими объятиями и волшебными словами. Я тебя